Как корабль может пролежать 500 лет в пустыне, и внутри него все еще будет золото? В 2008 году в намибийской пустыне Намиб строители нашли португальский корабль 16 века на глубине нескольких метров под песком, в 30 километрах от берега океана. На борту лежали слитки золота, 1000 монет, слоновая кость и груз меди весом 21 тонна. Самое невероятное, корабль затонул не в пустыне, а в океане, но берег за 500 лет отступил, и море буквально отдало обратно то, что когда-то забрало. Строители прокладывали дорогу для горнодобывающей компании, когда ковш экскаватора ударил в деревянный борт. Первые секунды никто не понял, что произошло. Древесина выглядела слишком хорошо сохранившейся для чего-то, пролежавшего под песком несколько веков. Потом кто-то поднял с земли темный слиток и соскреб с него слой грязи. Металл под ней оказался желтым. Работы остановили немедленно. Намибийские власти вызвали геологов и историков в тот же день. Когда специалисты добрались до места, они увидели остатки деревянного корпуса длиной около 20 метров, частично раздавленного весом грунта, но сохранившего форму. Вокруг корпуса и внутри него лежали предметы, которые в нормальных условиях превратились бы в труху за 500 лет. Но пустыня Намиб является одним из самых сухих мест на планете, и влажность здесь близка к нулю. Именно это превратило песок в идеальный консервирующий материал. Команда извлекала находки вручную, слой за слоем. Сначала пошли медные слитки, их насчитали 21 тонну, что само по себе являлось редкостью для одного судна того времени. Медь в 16 веке стоила дорого, ее везли в Индию и Африку для торговли, и такой объем говорил о том, что корабль был крупным торговым судном, а не военным. Затем появилась слоновая кость, бивни лежали аккуратными рядами, словно их уложили вчера. Под ними нашли мечи с клеймами португальских мастеров, оловянные тарелки, навигационные инструменты и личные вещи моряков. Золото нашли последним. Около 2000 золотых монет лежали кучей в носовой части судна, часть из них в кожаных мешках, которые рассыпались от прикосновения, но само золото не тронуло ни ржавчина, ни окисление. На монетах сохранились четкие профили португальских королей и надписи на латыни. Нумизматы опознали среди них крузада, стандартную португальскую монету конца 15-го, начала 16 века. Это позволило датировать гибель корабля примерно 1500 годом, плюс-минус 20 лет. Само судно идентифицировали как Боа Эшперанса, один из кораблей флотилии, которая шла торговым путем вдоль западного побережья Африки. Португальцы в то время активно осваивали маршрут в Индию, и десятки кораблей бесследно исчезали в этих водах. Берег Намибии называли берегом скелетов не случайно. Туманы, мели и жестокие течения топили здесь суда регулярно. Большинство из них поглотил океан навсегда. Этому повезло иначе. Его выбросило на берег, занесло песком, а затем берег продвинулся вперед, и корабль оказался на суше. Общая стоимость найденного груза историки оценили в 9 миллионов долларов. Но для науки ценность находки оказалась несопоставимо выше любой денежной суммы. 500 лет этот корабль числился пропавшим без вести. В португальских архивах Лиссабона хранились записи о десятках судов, которые вышли в море и не вернулись. Без объяснений, без свидетелей, без обломков. Историки знали, что где-то у берегов Африки лежат остатки целого флота, но океан не торопился отдавать свои секреты. Пустыня оказалась честнее. Когда специалисты начали сверять находки с архивными документами, первым делом обратили внимание на монеты. Крузада с портретом короля Мануэла I чеканились строго в определенный период. С 1495 по 1521 год. Это сужало временной коридор до 26 лет. Медные слитки несли на себе клейма антверпенских торговых домов, которые поставляли металл португальской короне именно в этот период. Слоновая кость по типу обработки соответствовала западноафриканским мастерским начала 16 века. 3 независимых источника указывали в одну точку. Корабль погиб между 1500 и 1510 годом. Это было время, когда Португалия стояла на пике своего морского могущества. Васко да Гама уже проложил путь в Индию, торговые маршруты работали, и суда одно за другим уходили на юг вдоль африканского побережья, груженные европейскими товарами и возвращавшиеся с пряностями, золотом и слоновой костью. Берег скелетов в то время был смертельной ловушкой. Холодное бенгальское течение создает здесь густые туманы, которые могут держаться неделями. Видимость падает до нуля. Компасы показывают неверно из-за магнитных аномалий в прибрежных породах, а мели тянутся на несколько километров от берега. Капитан, потерявший ориентиры в таком тумане, не имел шансов.
Корабль выбрасывало на берег раньше, чем экипаж успевал понять, что происходит. Выживших с этого судна, судя по всему, не было. Ни в португальских документах, ни в записях местных племен не нашлось упоминаний о моряках, добравшихся до берега в том районе в начале 16 века. Берег скелетов получил свое название именно потому, что даже те, кому удавалось спастись с тонущего корабля, погибали на суше, без воды, без еды, в окружении бесконечных песчаных дюн. Ближайшее человеческое жилье находилось в сотнях километров. Груз на борту говорил о том, что корабль шел из Европы в сторону Африки, а не обратно. Медь и монеты – это экспортный товар, который везли для торговли с африканскими правителями. Значит, экипаж еще не успел заработать, люди погибли в самом начале рейса, не добравшись даже до первого торгового порта. Это объясняло, почему золото оказалось на борту. Часть монет была рабочим капиталом экспедиции, а не торговой выручкой. Название судна установили позже, уже после детального изучения архивов. Исследователи из Намибии и Португалии работали совместно, просматривая реестры кораблей, вышедших из Лиссабона в указанный период и не вернувшихся. Список оказался длинным, море забирало суда регулярно, но совпадение типа корабля, объема груза и предполагаемого маршрута указало на конкретное имя в списке пропавших. Чтобы понять, как корабль оказался в 30 километрах от воды, нужно знать одну особенность этого побережья. Здесь берег не стоит на месте. Намибийская пустыня наступает на океан, песок движется, дюны смещаются, и линия суши медленно, но непрерывно ползет вперед. За 500 лет берег в этом районе продвинулся именно на то расстояние, которое отделяло найденный корабль от воды. Геологи замерили скорость этого процесса. Примерно 50-60 метров в год. Умножить на 500 лет получается от 25 до 30 километров. Цифры совпали с точностью до километра. Корабль не занесло песком посреди пустыни. Он лежал на морском дне, потом на прибрежной отмели, потом берег просто перешагнул через него и ушел дальше в сторону океана. Сам момент гибели судна восстановили по расположению обломков. Корпус лежал параллельно тому, что когда-то было береговой линией, нос смотрел на север. Это типичная картина для корабля, который несло боковым течением и выбросило на мель в туман. Киль ударил одно под углом. Это видно потому, как деформировались нижние шпангоуты. Удар был сильным, но не мгновенным. Судно сначала село на мель, потом его развернуло волнами и прижало к берегу окончательно. Груз не рассыпался по дну, а остался внутри корпуса. Значит, корабль не разломился при ударе. Он просто лег на бок и начал медленно заполняться водой. Медные слитки весом в 21 тонну потянули его вниз и удержали на месте. Течение не смогло растащить такую массу. Песок начал накапливаться вокруг корпуса сразу, как только волны стихли, и за несколько десятилетий полностью поглотил остатки судна. Органика исчезла быстро. Паруса, веревки, деревянные мелкие детали. Но основной корпус из толстых дубовых досок продержался дольше. А потом берег сместился настолько, что корабль оказался выше уровня моря, влага ушла и процесс разложения практически остановился. Пустыня законсервировала то, что не успела сгнить. Интересная деталь. На месте находки не обнаружили якорей. Это означало одно из двух. Либо экипаж успел бросить якоря в попытке остановить дрейф и потерял их в воде, либо якоря были сброшены намеренно, когда стало ясно, что корабль уже не спасти. Второй вариант говорит о том, что у моряков было время осознать происходящее. Они понимали, что тонут, но сделать ничего не могли. Бенгальское течение движется со скоростью около 2 км в час и идет строго на север вдоль берега. Судно, потерявшее управление в тумане, неизбежно прижимало к берегу. Уйти в открытый океан против такого течения без ветра было невозможно. Капитан мог часами слышать прибой, не видя берега, и не иметь возможности изменить курс. Именно это сочетание – туман, течение, мели и полное отсутствие навигационных ориентиров – превратило этот участок побережья в кладбище кораблей задолго до того, как португальцы появились здесь впервые. Находку назвали самым значимым археологическим открытием в истории Африки за последние десятилетия. И это не преувеличение. Дело было не только в золоте и меди. Дело было в том, что корабль сохранился как капсула времени, внутри которой законсервировался целый срез эпохи великих географических открытий. Навигационные инструменты на борту оказались в рабочем состоянии. Астролябия, прибор для определения широты по звездам, пролежала под песком 500 лет и сохранила все гравировки, все деления шкалы, всю механику. Специалисты из Португалии, увидев ее впервые, не могли поверить, что держат в руках не музейную копию, а оригинал 16 века. Таких астролябий в мире сохранилось меньше 10 штук. Это стало 11-й и одной из самых хорошо сохранившихся.
Мечи с клеймами португальских оружейников позволили историкам установить конкретные мастерские, где они были изготовлены. Клейма совпали с записями в архивах Лиссабона. Там сохранились реестры оружейных цехов, работавших в конце 15 и начале 16 века. Это дало еще одну точку привязки для датировки. Оловянные тарелки и кухонная утварь рассказали о том, как питался экипаж. Набор посуды соответствовал кораблю среднего класса. Не роскошному флагману, но и не дешевому грузовику. Офицеры ели из олова, матросы здешевся из дерева, и деревянные миски тоже сохранились, хотя и в плохом состоянии. По количеству посуды специалисты оценили численность экипажа примерно в 100-120 человек. 120 человек погибли здесь в один день, и никто в Европе так и не узнал, где именно это произошло. В Лиссабоне их просто вычеркнули из списков и записали в графу «пропал без вести». Семьи ждали годами. Такое случалось. Иногда корабли возвращались с опозданием на год и больше. Потом перестали ждать. Среди личных вещей нашли предметы, которые моряки брали в дальний рейс. Игральные кости из кости животных, небольшие деревянные фигурки, монеты с просверленными отверстиями. Их носили как амулеты. Один предмет выбивался из общего ряда. Небольшой бронзовый крест с гравировкой слишком тонкой работы для обычного матроса. Возможно, он принадлежал корабельному священнику. На судах того времени священник был обязательным членом экипажа. Деревянный корпус изучили методом дендрохронологии, анализа годовых колец древесины. Дуб, из которого были сделаны основные шпангоуты, срубили в Португалии или Северной Испании в последнем десятилетии 15 века. Корабль был относительно новым на момент гибели, ему было не больше 15-20 лет. По меркам того времени это почти новострой. Португальские суда служили и по 30, и по 40 лет. Намибийское правительство немедленно объявило место находки охраняемым объектом национального наследия. Все предметы были переданы государству. Горнодобывающая компания, чьи строители случайно наткнулись на корабль, не получила ничего, кроме благодарности в официальном пресс-релизе. Впрочем, компания и не претендовала. Находка такого масштаба не оставляла пространства для торга. Трюм вскрывали послойно, фиксируя каждый сантиметр на фото и видео до того, как к нему прикасались руками. Это стандартная процедура морской археологии, но здесь она приобрела особый смысл. Груз лежал практически в том порядке, в каком его укладывали в Лиссабоне 500 лет назад. Никто не грабил корабль, никто не перекладывал содержимое. Трюм был нетронутым складом 16 века. Медные слитки занимали нижний ярус. Их укладывали первыми, потому что медь тяжелая и должна лежать как можно ниже для устойчивости судна. Каждый слиток весил от 20 до 40 килограммов, и они были уложены плотными рядами, перекладывавшимися деревянными брусками для предотвращения смещения. Деревянные прокладки сгнили, но сами слитки остались лежать ровно. Их вес удержал друг друга на месте даже после того, как корабль лег на бок. Поверх меди шла слоновая кость. Бивни были подобраны по размеру и уложены попарно, крупные к крупным, мелкие к мелким. Это говорило о том, что кость грузили не наспех. Ее сортировали и укладывали аккуратно, как ценный товар. Что интересно, слоновая кость на борту корабля, который шел из Европы в Африку, а не обратно, выглядела странно. Либо ее подобрали в одном из промежуточных портов на западноафриканском побережье, либо везли как образцы для демонстрации потенциальным торговым партнерам. Между слитками и бивнями нашли несколько кожаных мешков, набитых монетами. Кожа рассыпалась от прикосновения, но монеты сохранили первоначальное расположение. Они лежали компактными кучками, как будто мешки только что поставили на место. Среди крузада попались монеты других номиналов и даже несколько экземпляров, отчеканенных не в Португалии, предположительно испанские реалы. Это означало, что у экипажа была смешанная казна, собранная из разных источников. В носовой части трюма, отделенной от основного грузового отсека деревянной переборкой, хранилось корабельное снаряжение. Свинцовые грузила для лотов, приборов измерения глубины, запасные блоки для такелажа, бухты медной проволоки, инструменты плотника. Один предмет озадачил специалистов. Небольшой железный ящик с замком, внутри которого оказались листы бумаги. Бумага превратилась в однородную серую массу и не поддавалась прочтению, но сам факт того, что документы хранились в металлическом ящике отдельно от остального груза, говорил об их важности. Возможно, это были торговые инструкции, карты или официальные бумаги португальской короны. Замок на ящике был закрыт. Ключа не нашли нигде. Вероятно, он был у капитана и ушел вместе с ним на дно, а потом исчез вместе с останками. Замок пришлось вскрывать в лаборатории максимально осторожно, чтобы не повредить содержимое. Когда крышку наконец подняли и увидели внутри серый слипшийся ком бывших документов, в помещении стояла тишина. 500 лет назад кто-то считал эти бумаги достаточно важными, чтобы запереть их в железный ящик. Что именно там было написано, Бадес, осталось неизвестным навсегда. Кормовая часть трюма сохранилась хуже всего. Именно туда попала морская вода в первые часы после крушения, и дерево там разрушилось сильнее. Но даже здесь нашли несколько целых предметов. Глиняные кувшины с остатками затвердевшего содержимого, которое лабораторный анализ позже определил как оливковое масло и вино.
Продовольственный запас для экипажа из 100 с лишним человек в долгом рейсе требовал серьезного объема, и, судя по количеству найденных кувшинов, провизии на борту было достаточно для нескольких месяцев плавания. Как только новость о находке попала в международные СМИ, в Намибию немедленно прилетели представители португальского правительства. Португалия заявила, что корабль является частью ее исторического наследия и потребовала участия в решении судьбы находки. Намибия ответила, что корабль лежит на ее территории и все предметы принадлежат намибийскому народу. Началась дипломатическая дискуссия, которая продолжалась несколько месяцев. Юридическая сторона вопроса оказалась неожиданно сложной. Международные конвенции об охране подводного культурного наследия распространяются на объекты, находящиеся под водой. Этот корабль лежал в пустыне, формально на суше. Прецедентов для такой ситуации в международном праве почти не существовало. Португалия апеллировала к тому, что судно принадлежало португальской короне и вышло из португальского порта. Намибия апеллировала к суверенитету над собственной территорией. В итоге стороны пришли к компромиссу. Все найденные предметы остаются в Намибии и хранятся в намибийских музеях. Португалия получает полный доступ к научному изучению находки и право на совместные исследования. Золотые монеты и наиболее значимые артефакты выставляются в Национальном музее Намибии в Виндхуке. Португальские специалисты участвовали в разработке экспозиции. Но вопрос о том, чьим именно было это золото в момент погрузки на корабль, оказался отдельной историей. Крузады чеканились португальским королевским монетным двором, и теоретически каждая монета являлась собственностью торговых домов или частных купцов, финансировавших экспедицию. В XVI веке португальская корона редко финансировала торговые рейсы полностью из казны. Обычно это было частно-государственное предприятие, где несколько богатых купеческих семей вкладывали деньги в обмен на долю будущей прибыли. Среди монет нашли несколько экземпляров с частными метками, крошечными царапинами и точками, которые купцы наносили на монеты, чтобы отличить свое золото от чужого при расчетах. Это стандартная практика того времени. Историки попытались идентифицировать эти метки по архивным документам купеческих домов Лиссабона, но большинство торговых архивов XVI века не сохранилось. Они погибли при Лиссабонском землетрясении 1755 года, уничтожившем значительную часть исторических документов португальской столицы. Одна из меток все же поддалась идентификации. Специфический знак в виде двух пересекающихся линий с точкой совпал с клеймом торгового дома семьи Феррейра, одного из крупнейших купеческих родов Лиссабона начала XVI века. Феррейра активно участвовали в финансировании африканских экспедиций и имели торговые связи вдоль всего западноафриканского побережья. Если монеты действительно принадлежали им, то семья потеряла в этом рейсе значительную часть своего капитала. В архивах сохранилась запись о том, что один из членов семьи Феррейра в начале XVI века разорился при невыясненных обстоятельствах. Возможно, это было то самое кораблекрушение. Потомков семьи Феррейра в Португалии сегодня тысячи. Это одна из самых распространенных португальских фамилий. Никто из них не предъявил претензий на золото, и вряд ли подобный иск имел бы юридические перспективы. Но сам факт того, что через 500 лет удалось восстановить хотя бы одно имя человека, чьи деньги лежали в этом трюме, произвел на историков сильное впечатление. Береговая линия Намибии меняется быстрее, чем большинство людей представляют. Атлантический океан в этом месте отступает не из-за глобального изменения климата, а из-за колоссального количества песка, который реки и ветер непрерывно сносят с континента в море. Песок оседает на дне, поднимает его, и суша буквально растет в сторону воды. Этот процесс идет здесь миллионы лет и не остановится. Геологи взяли образцы грунта вокруг корабля и провели анализ слоев. Каждый слой соответствовал определенному периоду, как кольца дерева, только в обратном направлении. Самый нижний слой под килем содержал морские микроорганизмы и раковины, характерные для прибрежного мелководья. Выше шли слои с постепенно убывающим содержанием морской фауны и нарастающим количеством пустынного песка. Граница между морским и пустынным грунтом проходила четко. Специалисты смогли определить примерный год, когда это место окончательно стало сушей. Получилось около 1600 года, то есть примерно через 100 лет после гибели корабля он оказался на берегу, а еще через 400 лет в 30 километрах от воды. Это означало, что на протяжении первых 100 лет после крушения корабль все еще находился в зоне прибоя. Волны продолжали омывать место гибели, постепенно разрушая верхние части корпуса. Именно поэтому мачты, надпалубные конструкции и все, что находилось выше ватерлинии, не сохранилось совсем. Их разобрали волны и время. Выжила только та часть судна, которая лежала ниже уровня песка и воды, защищенная от механического воздействия. Сам берег скелетов за 500 лет изменился до неузнаваемости не только в этом месте. Вдоль всего намибийского побережья протяженностью около 500 километров зафиксированы десятки
десятки мест, где суша нарастила себя за счет океана. В некоторых точках прирост составил 40-50 километров за последние несколько веков. Это означает, что под намибийскими дюнами могут лежать еще десятки кораблей – португальских, голландских, английских, испанских. Все они тонули здесь, начиная с конца 15 века, когда европейцы начали активно осваивать африканские маршруты. После находки 2008 года намибийские власти организовали несколько разведывательных экспедиций вдоль побережья с использованием георадаров, приборов, позволяющих видеть крупные объекты под слоем грунта. Результаты оказались неожиданными. В нескольких местах радар зафиксировал аномалии по форме и размеру, напоминающие корабельные корпуса. Ни один из этих объектов пока не раскапывали. Работы требуют значительных средств и времени, а намибийская археологическая служба располагает ограниченными ресурсами. Один из сигналов радара пришел с места, где местные жители издавна замечали куски старого дерева, иногда выходящие на поверхность после сильных ветров. Старожилы называли это место берегом мертвых лодок на языке местного племени. Название существовало задолго до того, как кто-либо из ученых обратил на него внимание. Устная традиция хранила память о чем-то погребенном здесь, не зная точно, о чем именно. Пустыня Нами показалась не просто географическим объектом, а архивом, в котором хранятся материальные свидетельства 5 веков морской истории. Разница с обычным архивом только в том, что большинство документов в нем еще не найдено. Среди всех предметов, поднятых с корабля, один заставил специалистов остановиться и замолчать. Ни золото, ни астролябия и ни запертый железный ящик с уничтоженными документами. Небольшая деревянная табличка с выжженными на ней буквами, найденная в кормовой каюте, там, где обычно располагался капитан. Буквы были латинскими, текст коротким. После расшифровки и перевода он оказался навигационной заметкой: координаты, курс и дата. Дата была выжжена последней и отличалась от остального текста. Буквы были крупнее и менее аккуратными, как будто их наносили быстро, в спешке или в темноте. Специалисты по палеографии определили, что последняя запись сделана другой рукой, не той, что писала координаты и курс. Кто-то из экипажа, уже понимая, что корабль гибнет, взял табличку капитана и добавил дату. Зачем? Непонятно. Возможно, это был инстинктивный жест. Оставить хоть какой-то след. Зафиксировать момент гибели для тех, кто никогда не узнает, что здесь произошло. Никто не узнал. Табличка пролежала под песком 500 лет, и послание дошло до адресата с опозданием в полтысячелетия. Человеческие останки на корабле не нашли. За 500 лет кости растворились в морской воде и песке без следа. Но косвенные свидетельства присутствия людей в последние часы перед гибелью судна оказались красноречивее любых останков. В капитанской каюте стол был перевернут. Его не уронило при крушении, потому что он был прикреплен к полу цепями, стандартная практика на кораблях того времени. Его перевернули руками. Рядом лежали рассыпанные навигационные карты. Точнее, то, что от них осталась серая масса слипшейся бумаги и сломанный циркуль. Картина последних минут в каюте читалась как немой фильм. Капитан пытался проложить курс, понял, что уже поздно, смахнул карты со стола. В общем, кубрики, где спали матросы, несколько подвесных гамаков оказались не сняты. Их веревки истлели, но крюки в балках потолка остались, и на некоторых крюках висели личные мешки, то немногое, что матросы брали в рейс. Люди не успели взять свое имущество. Это означало, что крушение произошло ночью или в условиях нулевой видимости. Экипаж не видел берега до последнего момента, и удар о мель застал многих из них спящими. Удар был достаточно сильным, чтобы сместить медные слитки в трюме. Это зафиксировали по царапинам на внутренних стенках корпуса. 21 тонна металла сдвинулась при ударе и немедленно накренила судно. Корабль, получивший такой крен, не мог выровняться. Слишком тяжелый груз внизу держал его в наклонном положении. Вода начала поступать через орудийные порты и люки с той стороны, которая оказалась ближе к воде. У экипажа было, вероятно, от нескольких минут до получаса. Берег был рядом, чего в буквальном смысле в нескольких метрах. Но берег скелетов ночью, в тумане, в холодной воде бенгельского течения — это не спасение. Те, кто прыгал в воду, попадали в прибой, который бьет о песчаные мели с огромной силой. Те, кто добирался до берега, оказывались в пустыне без воды, еды и какого-либо ориентира. В любом случае, финал был одинаковым. Табличка с датой хранится сейчас в музее Виндхука в отдельной витрине. Рядом увеличенная фотография последних букв, выжженных в торопях неизвестной рукой. Имя человека, сделавшего эту запись, неизвестно. Но именно его жест, зафиксировать дату в последние минуты, превратил безымянное кораблекрушение в историю с человеческим лицом. Находка в намибийской пустыне изменила несколько устоявшихся представлений об эпохе великих географических открытий сразу. До 2008 года историки считали, что большинство португальских торговых маршрутов вдоль Западной Африки были хорошо задокументированы. Этот корабль доказал обратное. Целые экспедиции исчезали бесследно, не оставив никаких следов ни в архивах, ни в памяти, просто пропадали между одним портом и другим.
Объем груза пересмотрел оценки масштаба португальской торговли того периода. 21 тонна меди на одном судне – это больше, чем историки предполагали для торговых кораблей начала 16 века. Значит, торговые обороты были выше, суда были крупнее, и потери от кораблекрушений были серьезнее, чем считалось прежде. Один найденный корабль сдвинул цифры в учебниках. Астролябия из Намибийской пустыни стала самой хорошо сохранившейся астролябией 16 века в мире. Ее передали на временное хранение в лабораторию в Лиссабоне для детального изучения, а затем вернули в Намибию. Португальские ученые сделали точную копию и провели эксперимент, вышли в море и попытались определить широту так же, как это делали моряки 500 лет назад. Астролябия работала с точностью до 1 градуса. Вполне достаточной для навигации в открытом океане, но недостаточной для прохождения вблизи берега в тумане. Это наблюдение стало ответом на вопрос, который задавали историки. Почему опытные португальские мореплаватели раз за разом гибли у берегов Намибии, если они знали об опасности этого участка? Ответ простой. Их инструменты не давали точности, необходимой для прибрежной навигации в условиях нулевой видимости. Они знали, что берег где-то рядом, но не знали точно где. Туман делал остальное. Намибийский национальный музей открыл постоянную экспозицию, посвященную находке в 2012 году. В первый год ее посетили больше 100 тысяч человек. Рекордный показатель для музея. Центральный экспонат – реконструкция части трюма в натуральную величину с оригинальными медными слитками, уложенными так, как их нашли. Рядом витрина с Витрина с золотыми монетами Астролябия и табличка с датой. Горнодобывающая компания, чьи строители случайно сделали это открытие, в итоге все же получила кое-что помимо благодарственного письма. Если вы тоже хотите узнать, сколько золота может скрываться под песками, загляните на наш сайт wideori.com. Там есть еще много интересных историй и статей. Не забудьте, ссылка в описании, вдруг там найдете свою золотую жилу. Намибийское правительство выдало ей разрешение на продолжение строительства дороги. С условием, что все дальнейшие земляные работы в районе проводятся под наблюдением археологов. Дорогу достроили. Она проходит в 200 метрах от места, где лежал корабль. Вопрос, с которого все начиналось, как корабль с золотом оказался в пустыне, получил точный ответ. Корабль никогда не был в пустыне. Эта пустыня пришла к кораблю. Берег двигался 500 лет, и море, которое забрало судно в начале 16 века, само же вытолкнуло его обратно на сушу. Медленно, по несколько метров в год, не спеша, как будто возвращало долг. Под дюнами намибийского побережья, по данным георадаров, лежат еще как минимум 4 объекта схожего размера. Их не раскапывают. Пустыня хранит их лучше любого музея. Это в сухом песке, без влаги, без кислорода, в темноте. Когда придет время, берег сам вынесет их на поверхность. Ему торопиться некуда.